Здравствуйте, господа и дамы! В этом видео мы с вами подберем для второго сталкера идеальный баланс. Качество картинки равно производительность для лучшей видимости и комфортной игры. А после этого я покажу некоторые старые модификации, но уже обновленные под текущую версию игры, а также новые, которые дают существенный прирост FPS. За большие пальцы вверх и подписку на канал буду благодарен. Готовьте ваши ручки, ну а мы начинаем. Спонсор сегодняшнего видео — интернет-магазин Keysoft.store, на котором вы найдете проверенные ключики на Windows 10, 11, антивирусы, офисы и даже различные подписки. Да, Бустецкий это вам не даст, но тем не менее вы обезопасите свои личные данные, а приобретая комплект, можно очень хорошо сэкономить. Ну и по промокоду КАСКО получите скидочку в еще 5%. Магазинчик проверенный. Все отзывы можете найти в Яндексе, Отзовике и так далее. Все ссылочки я оставлю в описании и в закрепленном комментарии. С предыдущего ролика удалось найти идеальные настройки графики, отличное качество картинки, хорошая видимость и максимально высокий FPS. Кто был на моих стримах, вы скорее всего помните, что ребятки частенько заходили и спрашивали, какие настройки графики я поставил, что изменил и так далее. Поэтому, оказавшись в игре, нажимаем настройки, переходим на графика и начнем по порядку. Качество текстур. Все зависит от объема вашей видеопамяти. Если у вас 8 гиг и более видеопамяти, ставьте эпично. Волосы – высоко. Детализация объектов – высоко. Качество эффектов – средне. Материалы – высоко. Следующее это у нас идет постобработка. Сама постобработка – высоко. Сглаживание. Если мы используем DLSS, а мы его будем использовать, в таком случае оно не будет работать. Тем не менее я поставил эпично, но можете поставить на низко. Разницы никакой. Качество размытия. Я обычно не любитель размытия, но в Сталкере 2, как по мне, это выглядит неплохо. Сила размытия изображения где-то 30-40%. Глубина резкости. Высоко. Световые столбы. Включаем. И резкость тоже по желанию. Смотрите, как вам более комфортней. Следующее это улучшение производительности. Метод масштабирования. Если у вас видеокарта DLSS... Если у вас видеокарта серии RTX, выбираем, конечно же, DLSS и качество масштабирования в зависимости от серии вашей карточки. Для среднемощных ставим качество. Для 3050, 2060 где-нибудь на уровне баланса. Для всех остальных рекомендую TSR и масштаб разрешения 60%. В таком случае мы получаем очень хорошую картинку и максимально высокий FPS. Если я не ошибаюсь, больше даже чем дает DLSS. Но преимущество DLSS, то что я говорил в предыдущие разы, это понижение задержки. Ну а для тех, кому нравится FSR, конечно же выбирайте FSR и пресет качества. Потому что версия FSR 3.1 вроде как самая свежая. Это у нас генерация кадров. Для видеокарт 3060 и выше, конечно же, не включаем ни в коем случае. FPS-иков это вам нарисует почти в 2 раза больше, но в том-то и проблема, что это нарисованное количество кадров. Задержка будет невероятно ужасная. Те, кто говорят обратное, попробуйте просто отключить генерацию кадров. Возможно, при вашем количестве FPS, если у вас там 20 кадров, вы разницу по задержке вообще не заметите. Но те ребята, у которых 60 FPS без генерации, вы 100% заметите очень сильный прирост задержки. Для слабых систем, конечно, это must-have, включайте. Я, кстати, на стриме где-то часик побегал. По факту можно привыкнуть. Следующее у нас идет это качество затенения. Затенение выбираем среднее, глобальное освещение среднее, отражение высоко и качество теней высоко. И последнее это качество окружения. Облака эпично, туман высоко, небо среднее, качество растительности среднее и дистанция прорисовки окружения далеко. И нажимаем применить. На вкладке дисплей мы можем побаловаться с разрешением экрана. Для этого нужно выбрать режим экрана, эксклюзивный полный экран, и если у вас слабенькая система, можете понизить само разрешение. Бустится не супер много, но в моем случае около 10% производительности. Это если перейти с 2К разрешения на Full HD. Поэтому можете взять себе на заметку для тех, у кого есть большое желание поиграть. Поле зрения я выбираю 110, вертикалку отключаем, частота кадров я залочил на 240 и NVIDIA Reflex Low Latency, конечно же, включаем. Далее, яркость я рекомендую повысить до
60%, потому что слишком, как по мне, темная игра. Ну и нажимаем применить. А все остальные настройки уже подбирайте под себя. Я большинство оставил по умолчанию. После настройки графики в Сталкере 2 нам нужно выйти из игры и перейти на рабочий стол. Я там покажу то, что делал в предыдущем ролике, и новые модификации. Ребятки, если у вас есть желание, а самое главное возможность, можете поддержать мой канал подпиской на Boosty. В знак благодарности вы получите мой архивчик с оптимизацией как Windows 10, так и 11. Он активно развивается, стараясь в каждой новой версии добавлять что-то новое. Там же находится гайд на 30 минут, как всем этим пользоваться. Плюс иногда публикую разные твики, отдельные настройки для некоторых игр и все возможные архивы в одном облаке. А также у меня есть Telegram, в котором я делюсь игровыми новостями, когда следующий ролик и так далее. Ну и конечно же наш Discord сервер. Мы там общаемся, играем и решаем проблемы, которые у вас могли возникнуть. За любую активность буду благодарен. Отвечаю всем и постоянно. Ссылочки в описании. Давайте начнем сразу с архивчика. Как обычно, будет находиться по ссылке в описании, в Телеграме, либо в Дискорде. Переходите и загружайте. Нас интересует папка Stalker 2 Mods. И я для вас подготовил две основных модификации, которые, на мое мнение, наиболее сильно влияют на производительность. Внимание! Нам нужно установить только одну модификацию. Вместе они не работают. Выбираете либо Mods, либо Updata, то есть engine.ini. На разных системах может быть разный результат. Начнем с папки Mods. Здесь у нас находятся Optimizer Tweaks, Base и Boost. В прошлый раз я проверял Base, а в этот раз уже Boost. Boost мне в этот раз дал около 15 кадров. В принципе, для 2К разрешения это очень даже хороший результат. Плюс оставил No Shader, то есть это отключение компиляции шейдеров. А также куда устанавливать. К примеру, Boost. Мы открываем архив, далее переходим в папку с игрой, Stalker 2, Content, Packs, и здесь находим папку Mods. Если у вас ее нет, нам нужно ее создать. Обязательно пишем в начале тильду, без пробела Mods. Открываем папку и просто переносим наш Boost в папку Mods. Далее запускаем игру и наслаждаемся высоким FPS-иком. Для того, чтобы удалить этот мод, просто нажимаем LKM, Shift, Delete и да. То же самое касается и бейса. Открываем и переносим в папку Mods. Если нужно отключить компиляцию шейдеров, открываем архив и также само переносим в папку Mods. Но если это первый запуск игры, сначала сделайте компиляцию, загрузитесь в игру. Далее вышли и уже можете закидывать данную модификацию. Но у ребят, у которых жесткий диск, не SSD и не M2 тем более, я не рекомендую его закидывать. Потому что вы будете загружаться в игру и где-то минут 5 у вас текстуры не будут прогружены. В общем, особого смысла нет. С этим мы разобрались. Далее у нас идет в папку Updata. Здесь тоже находится куда устанавливать. Далее High, Medium и Low. Скажу самое главное. Если вы будете закидывать данный engine и game файлики, тогда No Shader Warm Up нужно будет удалить с папки Mods. Потому что в них уже по умолчанию внесен скрипт, который отключает проверку шейдеров. Что мы делаем? К примеру, у нас среднемощная система, мы берем High, копируем два этих конфига, нажимаем PKM, копировать, далее поиск и пишем процент up data и процент. Нажимаем вот сюда. Далее Updata, Local и ищем папку Stalker 2. Saved, Config, Windows. И нам нужно перекинуть эти файлики, либо high, либо medium, либо low, они все одинаковые, просто меняется качество картинки. В папку получается Updata, Local, Stalker 2, Saved, Config и Windows. Нажимаем PKM и вставить. Заменить файл в папке назначения. Если нужно будет бэкапнуться, файлик Engine и Game, нажимаем PKM и удалить. Все, они удаляются, а когда вы заходите в игру, файлик game.ini автоматически создастся. Правда, в нем в любом случае ничего не указано, поэтому можете не переживать. С модификациями мы разобрались. Следующие настройки уже будут касаться для ребят, которые первый раз на моем канале. Те, кто смотрели два предыдущих видео по оптимизации Сталкера 2, можете выключать, потому что я буду повторять то, что делал в прошлый раз. Специально для всех новичков. Работают эти все способы как на Windows 10, так и на Windows 11. Нажимаем поиск и пишем настройки
графики, далее обзор, и нам нужно перейти в папку с игрой. В моем случае это Stalker 2, Binaries, Win64, и находим приложение Stalker 2, Win64, Shipping. Добавить, параметры и ставим галочку на высокая производительность, сохранить. Переходим на изменение стандартных параметров графики, и здесь находим планирование графического процессора с аппаратным ускорением. Если вам это доступно, можете включить, сделать перезагрузку вашей системы, зайти в Stalker 2 и проверить. Скорее всего, у вас повысится производительность. Если стало наоборот все хуже, тогда отключаем, потому что тут все индивидуально. Кому-то помогает включение, кому-то помогает отключение. Оптимизация для игр в оконном режиме тут по желанию. В Stalker 2 именно данная настроечка не будет работать, потому что она работает только на DirectX 10 и 11. Если у вас 11 винда, то все игры, которые запускаются на DirectX 12, автоматически оптимизируются в оконном режиме. Для тех ребят, у которых видеокарта от Nvidia, открываем панель управления Nvidia и переходим на управление параметрами 3D. Далее программные настройки, нажимаем вот сюда и ищем Stalker 2. Если в списке его нет, нажимаем добавить и ищем уже в этом списке. То же самое, если здесь его нет, нажимаем обзор и переходим в папку с игрой. Снова же Stalker 2, Binaries, Win64 и приложение Stalker 2, Win64 Shipping. Открыть. Начнем по порядку. Анизотропная фильтрация. Для более лучшей производительности, конечно же, выключаем. Всем остальным оставляем управление от приложения. Вертикальный синхроимпульс. Если в игре вы его отключаете, то можете тоже здесь выключить. GP Rendering OpenGL. Выбираем нашу видеокарту. Метод представления Vulkan OpenGL. Использовать цепочку буферов DXGI. Режим низкой задержки. Для слабых систем выключаем. Для среднемощных вкл. На ультра лучше не ставить, потому что могут быть проблемы, вылеты и так далее. Режим управления электропитанием. Выбираем режим максимальной производительности. Совместимо с OpenGL. Приоритет совместимости. И в самом низу находим фильтрация текстур качества. Выбираем высокая производительность и применить. После этого залетаем в Stalker 2 и проверяем наш FPS. Если все устраивает, на этом останавливаемся, закрываем видосик и наслаждаемся игрой. Если нам нужно еще больше FPS, открываем все тот же ранее загруженный архивчик, и здесь нас встречают 3 папки и различные приложения с ярлыками. Начнем по порядку. Настройка видеокарты. Здесь у нас есть настроечки для AMD-шки, Intel, если это поможет, и Nvidia. Далее очистка. Открываем Delete Temp Files. Выделяем все файлы, нажимаем Shift, Delete и да. То, что не удаляется, нажимаем просто отмена. Возвращаемся назад, Delete Temp Files. Выделяем все файлы, нажимаем Shift, Delete и да. Снова же, что не удаляется, нажимаем просто отмена. Возвращаемся назад. Disk Cleanup. Выбираем диск C, ОК. Здесь нажимаем на очистить системные файлы. Снова выбираем диск C, ОК. Ставим везде галочки и нажимаем ОК. Твики реестра. Здесь у нас есть 5 файлов реестра. Перед тем, как делать их активацию, я рекомендую сделать бэкап файлов реестра. Как это делается? Открываем папку бэкап файлов реестра. Здесь у нас есть в картинках, для рукастых и красиво расписал. А также самые дефолтные бэкапчики. Первые 2 файла реестра отключают Xbox DVR. Нажимаем PKM и открыть. Если у вас Windows 10, у вас будет написано слияние. Далее Game DVR 2, PKM и слияние. Отзывчивая систему PKM слияние, сетевой тротлинг пропускаем и системный приоритет тоже PKM и слияние. MSI мод, нажимаем PKM и запуск от имени администратора. Да, находим нашу видеокарту, ставим галочку на MSI и приоритет мы задаем High и нажимаем Apply. Но будьте внимательны, как только вы обновите ваш видеодрайвер, приоритет сбросится. Нужно будет его задать еще раз. Xbox Game Bar мы, конечно же, отключаем. И схема питания. Если вам необходима схема питания максимальная производительность, тогда копируем команду, нажимаем PKM, копировать, закрываем, нажимаем PKM на пуск, Windows PowerShell администратор, либо командная строка, нажимаем Ctrl плюс V английская, если не вставляется, нажимаем PKM и Enter, закрываем и открываем ярлык схема питания. Показать доп. Схемы и ставим галочку на максимальную производительность. После всех этих настроек залетаем в игру и наслаждаемся. Если не высоким FPS, то по крайней мере стабильной и плавной картинкой. Как говорится, до скорых встреч.